Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать о нашем втором закрытом канале на Бусти. Слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти. И за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Потому что YouTube их может заблокировать, друзья. Для этого существует второй закрытый канал на Бусти. Там все о эко и бесплодии. Почему нам насаждают бесплодие сейчас? Почему так много бездетных пар в России? Все про Путина и его двойников. Есть видео о Рамзане Кадырове, о тех тайнах, которые никто не раскроет, только на закрытом канале. Так как YouTube все-таки отбирает очень тщательно, накладывает цензуру, иногда блокирует наши видео. Там более 30 видео, о которых невозможно молчать, но которые обязательно нужно посмотреть. Поэтому заходите на наш канал. И я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на закрытом канале на Бусти уже с прошлого года. Друзья, вы помогаете нам становиться лучше. Благодаря вам мы развиваемся, мы заливаем новый контент. Ваши имена, ники сейчас появятся на наших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. И напоминаю вам также, друзья, что у меня есть личные расклады, обряды. И мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За обрядовыми свечами, обрядами, личными раскладами просьба обращаться в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. Также по вопросам обучения карт Таро. У меня сейчас есть два полных курса. Это курс «Триумф Луны» и курс по «Безумной Луне». Поэтому вы можете обращаться также по вопросам обучения. А сегодня с нами сказочная колода волшебника страны Оз и Алисы в стране чудес. И поговорим мы сегодня на сказочную тему, на тему сновидений. Вы все меня просили рассказать, что такое сны, почему мы спим, да? Что происходит с нами в параллельной реальности, вообще, что мы знаем про сны. Давайте начнем с этого. Думаю, что почти каждый человек, кто смотрит меня сейчас, хоть и раз в жизни видел сны. Красочные, яркие, реалистичные, может, сюрреалистичные. Те, что называют вещами, и те, что мы помним всю свою жизнь. Бывает и такое. В фильме «Начало», если вы смотрели Кристофера Нолана, один из главных героев крадет ценные секреты из самых потаенных глубин подсознания, как раз-таки из снов, преобразовывая жизнь в настоящем измерении. Возможно ли это вообще? Всегда ли во время сна нам снятся сны? В какой параллельной реальности мы находимся во время сна? И возможно ли не спать вообще? Давайте узнаем. Первый вопрос. Я собрала самые популярные ваши вопросы. Что происходит с человеком, с его сознанием во время сна? Что происходит? Карта, скажите нам, пожалуйста. Что происходит с человеком, с его сознанием во время сна? Что происходит с человеком, с его сознанием во время сна? Так, уходит в параллельную реальность, шестерка мечей, но параллельную реальность не простую, а шестерка мечей, все-таки мечи у нас, да, то, что мы когда-то знали, то, что мы когда-то видели, и то, что нам не просто воспринимать. Мы как будто бы возвращаемся по кругу циклично туда, что мы прожили уже в своей жизни, но то, что нам нужно кармически отработать. Шестерка мечей здесь об этом говорит. Это что происходит с нашим сознанием. Наше сознание так или иначе проникает в те параллельные реалии, которые когда-то уже были с нами в этой жизни или в прошлой жизни, или просто показывает нам то, что мы уже видели. Скажите нам, пожалуйста, карты, а душа остается в теле или она путешествует в других измерениях? Душа человека во время сна остается в теле или она путешествует в других измерениях? Или, как научно доказано, идет просто обработка информации за день мозгом. Душа остается в теле во время сна, или она путешествует в других измерениях. Карта дурака. Карта дурака – это сказочный мир, другие измерения. Помните Алису, которая пошла как раз-таки за кроликом, побежала за кроликом во время сна, да? В конце она просыпается и понимает, что все это сон. Но потом она снова видит белого кролика, если не ошибаюсь. Напомните мне в комментариях, кто смотрел сказку или кто читал. И понимает, что это все-таки был не сон, что что-то из своей параллельной реальности она забрала в реальную жизнь. Это все-таки больше путешествие в параллельной реальности, друзья. Карта дурака нам об этом говорит. Карта волшебства. Еще раз, да? Душа остается в теле или же она путешествует в других измерениях, в параллельной реальности. Это все-таки не совсем обработка информации, это тоже, конечно, да? Это научно доказано, тем более не будем сейчас подвергать сомнению
высказывание наших ученых, но все-таки душа путешествует. Душа остается в теле или же она путешествует в других измерениях. Другие измерения, вихрь нас переносит. Нас переносит совершенно в другую реальность, там, где мы когда-то уже были. Это либо другая жизнь, друзья, либо это проживание каких-то моментов определенных, которые нам не очень нравятся. Но мы возвращаемся туда с тяжелым сердцем для того, чтобы в жизни потом как-то кармически проработать эти определенные задачи. Понимаете, да, о чем речь? Если не понимаете, напишите мне в комментариях, я объясню поподробнее. Вот здесь вот об этом речь. Ответ все-таки, что происходит с сознанием человека. Сознание уходит в параллельную реальность. Не только сознание, но и душа человека оказывается в совершенно другом месте. Карта башни, карта дурака нам об этом говорит. Хорошо. Почему человек вообще видит сны? Имеет ли это какой-то глубокий смысл для самого человека? Почему человек видит сны? Имеет ли это глубокий смысл для самого человека? Почему человек видит сны? Имеет ли это глубокий смысл для самого человека? Карта мага. Карта мага, и здесь у нас еще руны нарисованы, да, мы сами творцы своей судьбы, и для того, чтобы творить какие-то определенные дела, добрые дела, хорошие дела, для того, чтобы как-то, еще раз говорю, кармически прорабатывать определенные задачи, не проработанные в этой жизни, мы идем в сон, и там черпаем какую-то информацию, мы сами того не осознавая, переносим ее в жизнь, и определенные какие-то действия и вещи совершаем, для того, чтобы в нашей жизни здесь было легче, происходила магия, скажем так, да, мы берем из сна что-то и переносим ее в эту реальность. Хорошо, почему человек видит сны? Имеет ли это глубокий смысл для самого человека? Несомненно, потому что первый старший аркан маг у нас выходит. У нас выходил дурак, когда душа уходит в параллельную реальность, помните, да, после нулевого старшего аркана идет сразу маг, и у нас как раз он выходит, первый старший аркан, то есть после дурака, после того, как мы попали в параллельную реальность, мы что-то оттуда должны вынести, подчерпать и принести в эту жизнь, для того, чтобы переосмыслить что-то, либо для того, чтобы совершить что-то в действии в этой жизни, понимаете, да, о чем речь? Надеюсь, я вас не заговорила. Почему человек видит сны? Имеет ли это какой-то глубокий смысл для самого человека? Однозначно. Да, королева кубков. Королева кубков еще говорит о чистоте каких-то намерений. То есть во сне с нами очень часто общаются, разговаривают чистые сущности. Есть астральные проекции и есть сущности из темного мира, но есть сущности из светлого мира. И чаще всего вот эти светлые сущности нам насаждают какие-то определенные мысли и идеи для того, чтобы мы прорабатывали кармические задачи в этой жизни. Имеет ли большое значение глубокий смысл? Несомненно. Для того, чтобы решать здесь, в этой жизни, какие-то вопросы, друзья. Был еще такой вопрос, а что происходит с самим телом человека, когда мы спим? Понятное дело, что мы спим, наши мышцы, как сказать, парализованы, да, заблокированы для того, чтобы мы не шевелились во сне, для того, чтобы мы не двигались, не бежали, да, не дрались с кем-то в реальной жизни. А что происходит с нашим телом? Именно, может быть, кто-то на него влияет, кто-то на него воздействует. Возможно, приходят какие-то сущности и питаются нашей энергетикой земной, пока тело находится в этом пространстве. Давайте узнаем, что происходит с нашим телом во время сна, когда мы находимся в параллельной реальности. Приходят ли какие-то сущности к нам и питаются ли они как-то нашим телом, нашей энергетикой, я имею в виду, да, вы понимаете, о чем речь. Происходит ли что-то плохое с нашим телом в реальной жизни во время того, как мы спим? Приходят ли какие-то сущности, гады, лярвы, которые потребляют нашу чистую энергию? Приходят ли какие-то демонические сущности, возможно, тогда, когда мы спим? Карта Иерофанта, карта тайны, карта запрета. Запрета на что? Хорошо. Запрета, сила. Если ты сильный, если у тебя есть сильная энергетика, вернее, если у тебя нет сильной энергетики, друзья, наоборот, да, здесь карта все-таки трусливого льва, который никак не может пробраться в чащу леса. Потребляют энергию у людей слабых, слабовольных, у людей, страдающих алкогольными, наркотическими зависимостями, у людей несильных, которые сливают свою энергию и свой ресурс куда-то, понимаете, да, о чем речь? К сильным людям с яркой энергетикой, харизмой не приходят сущности.
Да, здесь действительно что-то крадут, что-то забирают, да, по девятке мечей. Но здесь для тех людей, у кого стагнация, мы стагнируем, мы стоим на месте, мы никак не развиваемся, отдаем куда-то свою силу и энергию направо и налево. И вот тогда к нам приходят сущности и выжирают с нас эту негативную энергетику, и нам становится еще хуже. Такие люди часто после сна говорят: ой, я чувствую себя усталым, я чувствую себя разбитым. То есть и так вашу непростую энергетику, ее потребляют и отдают вам какую-то свою энергетику не очень хорошую, да, понимаете, о чем речь? И тогда вы просыпаетесь разбитым и уставшим человеком. Вот здесь вот об этом речь. Трусливых людей, людей, у которых много страхов, у которых много тревоги внутри, и те просыпаются разбитыми после сна. Хорошо. Представим ситуацию, что человеку из года в год снится один и тот же сон. Почему так происходит? Почему человеку из года в год снится один и тот же сон? Почему так происходит? Почему человеку из года в год, бывает такое, что всю жизнь, у меня была родственница, которой всю жизнь снился один и тот же сон. Почему так происходит? Почему человеку из года в год снится один и тот же сон? Почему так происходит? Рыцарь мечей, намек на что-то, намекать на что-то, жестко намекать. Ты уже должна или должен это сделать. Наконец, остепенись или окстись, или сделай это уже наконец, да? Как какое-то предупреждение. Очень яркое предупреждение о том, что нужно что-то менять в своей жизни, или о том, что, ну да, действительно, здесь как перемены в жизни, да? Жесткое предупреждение от высших сил. От высших сил или от низших существ, да, здесь не важно. Здесь важен сам посыл. Почему человек видит сны одни и те же, да, из года в год? Почему один и тот же сон видит человек? Карта дурака, обнуление. Я же говорю, да, вот здесь вот интересно, так карты выходят. Снова карта Алисы вышла, параллельная реальность. Ты в параллельной реальности должен что-то осознать, чтобы вынести это в эту жизнь, в реальную жизнь и обнулиться. Ты должен поменять свою жизнь на 180 градусов, и тебе уже на это жестко намекают. Именно поэтому этот сон снится. Все зависит, конечно, от контекста сна. Вот если вам снится один и тот же сон несколько дней подряд, или многие годы, тем более, да, подряд, или вообще всю жизнь, то вы должны понять этот сон, тем более вы его наверняка запомнили, осознать, сесть, пофилософствовать немножко самим собой, или, может быть, с кем-то поделиться, и понять, почему вам снится этот сон, для того, чтобы что-то осознать в этой жизни и поменять, резко развернуть вашу жизнь на 180 градусов. Вот здесь вот об этом речь. Это очень глубокие сны. Почему некоторым людям вообще не снятся сны? И действительно ли им не снятся сны? Или они просто не помнят, что им что-то снилось? Действительно ли, давайте вот на этот вопрос сначала ответим. Действительно ли некоторым людям вообще не снятся сны? Или все-таки сны снятся абсолютно всем людям? Действительно ли некоторым людям вообще не снятся сны? Действительно ли некоторым людям вообще не снятся сны? Заблокирована чакра, анахата чакра, сердечная чакра, детская чакра, душевная чакра. Заблокирована одна из чакр. Действительно, некоторым людям и правда не снятся сны, и нам сразу же отвечают на вопрос, почему. Детская, фантазийная, человек не умеет мечтать, человек не умеет ощущать, наслаждаться. Заблокированная анахата чакра и заблокированная свадхистана чакра. Друзья, поработайте над этими чакрами, если вам не снятся сны, или вы вообще не помните, что вам сегодня что-то снилось. Значит, нужно поработать с чакрами и нужно посмотреть глубоко на свое подсознание. Это обязательно нужно сделать, потому что сны очень важны для человека. Мы сейчас это с вами понимаем. Почему иногда сны становятся вещами и как это вообще происходит? Кто-то говорит, да, вот мне приснился вчера сон, и это сбылось. Ну, сбылось не в буквальном смысле этого слова, не прямо так, как было в контексте сна, но что-то похожее, да, примерно. Почему иногда сны становятся вещами? Как это происходит вообще? И вообще, есть ли вещи и сны? Почему иногда сны становятся вещами? Как это происходит? Три карты аж 3 карты. Из параллельной реальности забирает что-то человек. Интересно. То, что было во сне, он забрал с собой.
не успел, вот что-то не успел, то ли не успел как-то развернуться, то ли не успел как-то уйти обратно в тело, душа не успела вернуться в тело и приносит что-то мертвое, что-то нехорошее. Либо трансформирует реальность, тут карта смерть, да, что-то мертвое, нехорошее приносит, что-то острое. В основном вещи и сны имеют какой-то глубокий подтекст, и они, как вам сказать, они в основном недобрые, да, то есть какие-то острые. Какой-то острый вопрос, либо когда решается какой-то острый вопрос у человека, туз мечей, либо мы забираем каких-то сущностей оттуда и приносим из параллельного мира сюда, в нашу реальную жизнь, эти сущности как-то, собственно говоря, творят это, да, в нашей жизни, либо мы просто трансформируем пространство, забирая что-то оттуда, не успели вовремя выбраться, или душа что-то взяла и забрала с собой. Именно поэтому происходят вещи и сны, именно поэтому мы говорим, что вот мы умеем видеть, нам приснилось, именно поэтому было много пророков, которым снились вещи и сны, и говорили, вот, я предсказал там по своему сну. Да, на самом деле это не совсем предсказание, и это не значит, что человек имеет какие-то сверхъестественные способности, это значит, что он просто забрал сюда сверхъестественных существ, возможно, каких-то гадов, да, обычно вещи и сны сбываются не очень хорошие, но, возможно, у вас есть какой-то хороший положительный пример, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, снились ли вам хорошие вещи и сны, потому что вообще обычно ситуация острая, приносят из параллельной реальности нехороших существ, карта смерти, или просто трансформируют реальность вокруг себя, неправильно как-то развернувшись, скажем так, во сне своей душой, да, и душа как-то захватывает каких-то сущностей оттуда. Вот здесь вот об этом речь. Снятся ли сны животным? Снятся ли сны животным? Кошкам, собакам, лошадям, неважно каким животным, мы имеем в виду сейчас всех, не только домашних, но и диких зверей. Снятся ли сны животным? Снятся ли сны животным? Снятся ли сны животным? Конечно, тут кошечка сразу вышла, да, у нас королева кубков. Королева кубков снятся в основном чистые, хорошие животным про животных, скажем так, да. Я не вижу здесь, если людей увидим, воспоминания какие-то. Кстати, воспоминания могут быть из прошлой жизни. Вот здесь вот карта воспоминаний у нас вышла. Да. Восьмерка кубков, карта воспоминаний, каких-то чистых, светлых воспоминаний, либо просто животным снятся сны про животных из прошлых жизней. Пятерка кубков. Какая-то тяжесть. Знаете, здесь о том, что животное должно очищаться после сна, либо умываться, либо животное сразу идет кушать после сна. Вот здесь как очищение, какой-то ритуал очищения должен происходить после сна у животного, для того, чтобы он чувствовал себя бодро и хорошо, потому что животные тоже чувствуют себя. Бывает, что недомогание какое-то, да, бывает, что хорошо себя чувствуют. Вот после сна нужно обязательно произвести какой-то ритуал очищения. Кошечки умываются, собачки там, я не знаю, пьют воду, идут кушать и так далее. Вот здесь вот об этом речь. Да, сны снятся животным. Чистые, хорошие, светлые, но после сна обязательно должен быть какой-то определенный ритуал пробуждения. Правда ли, что увидев дурной сон и рассказав ему кому-либо, он не сбудется, и вы избавите себя от него и неприятных ощущений после него? Правда ли, что увидев дурной сон и пересказав ему кому-либо, он не сбудется, и вы избавитесь от него и неприятных ощущений после него? Правда ли это? Опять у нас королева кубков будет интересно. Ну, здесь карта двора вышла, да, королева кубков. Человек. Рассказать какому-то человеку. Рыцарь мечей у нас как раз-таки говорит про дурное, про что-то, да, про какое-то нападение. Рассказать чистому, светлому человеку. Вот о чем здесь, друзья, речь. Королева кубков – чистый, светлый человек, кристально чистый. Если ты расскажешь какому-то чистому, честному, светлому человеку, который, возможно, твой сон потом не передаст никуда и оставит при себе, твой тревожный сон. Рыцарь мечей – это тревога от сна. Ты тревожный, вот так вот можно даже поставить, ты тревожный, рассказываешь кому-то чистому, светлому свой нехороший сон. И тогда вы избавитесь от него и от мыслей о нем. Сейчас еще третью карту вытянем. И тогда вы избавитесь от него. Все верно. И тогда вы избавитесь от него.
Шестерка пентаклей, карта говорит о чистоте духа, о светлой душе, о той душе, которая хочет помочь, о той душе, которая хочет наградить. А еще по шестерке пентаклей говорят о том, что нужно что-то дать после дурного сна кому-либо. Нужно совершить какой-то чистый, светлый поступок, рассказать честному, светлому человеку о своем сне и что-то кому-то дать. Пирожное, мороженое, что-то купить, подать нищему. Какие-то вот такие дела и поступки, они убирают от вас абсолютно точно дурной сон, и он не сбудется, и вы не будете об этом думать. И после светлого, чистого, благородного поступка вы будете чувствовать себя очень хорошо. Здесь вот об этом речь. Почему во время сна может произойти состояние полного или частичного паралича мышц, или сонный паралич? По-другому вы все знаете, что такое сонный паралич, да? Просто сейчас объяснила с научной точки зрения. С чем это связано вообще? Почему так происходит? Для чего и почему происходит сонный паралич с человеком? Что такое сонный паралич, можно научно объяснить, да? А почему он происходит с человеком? Почему у человека возникают сонные параличи? Напишите мне, кстати, у вас были такие моменты, когда вам жутко было страшно, во сне вы видели себя со стороны, попадаем в другую реальность, зазеркалье. Зазеркалье туда, куда не нужно попадать, статично себя чувствуем там. Нельзя бояться ни в коем случае нельзя бояться. Вам показывают какую-то параллельную реальность, то есть вам показывают себя со стороны. Мы видим себя как будто бы в зеркале. И тогда мы статичны. Вот здесь вот четверка мечей. Наш мозг отдыхает, наш мозг перезагружается. Здесь как перезагрузка мозга. Она необходима для организма. Здесь я не вижу каких-то сущностей, каких-то гадов, но нельзя бояться, потому что иначе сущности действительно заберут. Вам показывают себя со стороны, как в зеркале, для того, чтобы мозг произвел перезагрузку. Полную перезагрузку, тотальную, для того, чтобы мозг отдохнул, для того, чтобы ваше тело отдохнуло. Это происходит не потому, что с вас сосут какую-то энергию некие гады, но если вы будете бояться, гады заберут. Да. Гады заберут и гады атакуют, потому что они всегда рядом. Существа из астральной проекции, особенно в момент сонного паралича, они всегда рядом. И они по семерке мечей могут забрать, по семерке жезлов могут забрать. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? Гиперсомния – это существенное увеличение продолжительности сна, где длительность ночного сна составляет более 10-12 часов. После сна обычно человек с такой болезнью, с таким диагнозом чувствует себя всегда утомленным, разбитым, уставшим, засыпает на ходу, постоянно его клонит в сон. Он может даже уснуть в каком-то общественном месте, стоя, например. Вот что такое гиперсомния. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? С чем это связано? Не все же у нас, да, болеют гиперсомнией. Вот почему некоторые люди болеют гиперсомнией, с чем это связано? И мы именно сейчас не с научной точки зрения рассматриваем, да, а с точки зрения духовного. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? Потому что с научной точки зрения, пожалуйста, откройте интернет, можно посмотреть, да, почему. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? Паш кубков, детская душа. Сейчас разберем, друзья. Заморожена детская душа, заморожен дух. Дух и передатчик информации душа. Нечистота духа, сущность, вселение какой-то сущности, пятерка пентаклей, заморозка своего собственного духа. Люди, болеющие гиперсомнией, имеют каких-то сущностей, каких-то подселенцев, потому что пятерка пентаклей, друзья, это нищий духом человек, которому нужно и важно только золото, тщеславие и другие грехи. Но это не значит, что человек будет грешен, что он будет тщеславен, да, именно с этим заболеванием. Это значит, что есть подселенец какой-то определенный, который творит что-то во время сна. Объясню. Что-то происходит во время сна, и он что-то творит с его душой, вот с душой человека, который болеет гиперсомнией во время сна. А его душа где-то находится в пространстве, в параллельной реальности. Отсутствует детская душа. Опять-таки сердечная чакра закрыта, анахата и чакра свадхистана закрыта. Человек не может чувствовать и получать какие-то удовольствия от жизни. Да, здесь вот об этом речь. Как нищий духом человек. Духом человек нищий. Подселение какой-то сущности. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? Во сне проще всего управлять человеческим духом, человеческой душой, каким-то сущностям, которые творят в параллельной реальности не очень хорошие вещи. Почему некоторые люди болеют гиперсомнией? Да, карта Иерофанта, карта тайны. Что-то тайное, какие-то таинства, какие-то ритуалы происходят во сне с этим человеком. Подселение сущностей, проще говоря, да, если не разбирать эту тему глубоко, то
проще говоря, подселение сущности. Мы с вами, кстати, можем разобрать более глубоко какие-то такие темы интересные, да, вы накидайте мне, пожалуйста. Помимо сновидений, вполне возможно, мы с вами разберем не только на картах Таро, но и просто обсудим. Потому что иногда интересно просто обсудить. Следующий вопрос. Научно доказано, что люди, страдающие энурезом или по-другому недержанием мочи, более всего подвержены стрессам и психологическим заболеваниям, а также гомицидомании, наклонностью к убийствам. Почему? Как недержание мочи связано с психологическими расстройствами в жизни? Как энурез связан с психопатическими, психологическими заболеваниями, которые преследуют человека в жизни. Почему человек, извините меня за выражение, писается во сне, да, почему он страдает энурезом, и почему это становится какими-то психологическими заболеваниями, какими-то психологическими моментами, отклонениями в жизни человека, в реальной жизни человека. Почему так происходит? Почему человек, страдающий энурезом, чаще всего подвержен каким-то психологическим заболеваниям, наклонностями к убийствам? Почему? Атака, нервозность, влияние на нервную систему. Нервная система не выдерживает. Перезагрузка нервной системы происходит во сне, в параллельной реальности. Только во сне могу расслабиться. Сущности. Четверка пентаклей. Нищие духом. Сущности. Подселенцы. Подселенцы, которые атакуют человека изнутри. Причем атакуют в реальной жизни. Да. Атакуют в реальной жизни, а во сне он может расслабиться. Нищие духом. Пятерка кубков и четверка пентаклей. Пожалуйста, нищие духом люди, атакующие в реальной жизни человека, и человек может расслабиться только во сне. В реальной жизни он становится нервозным, у него просыпается страсть к убийствам, действительно очень много маньяков, страдающих энурезом, и психологические какие-то психопатические расстройства у человека возникают. Это сущности. Все нужно искать в каких-то порчах, сглазах, черная магия, колдовство, сущности, подселенцы и так далее. Это не просто заболевание, друзья, это нужно копать глубже в подсознание человека, но не только с психологом, психотерапевтом, но еще и желательно с эзотериком. Здесь вот об этом речь. Следующий вопрос. Выявленная учеными фаза быстрого, медленного сна. Действительно ли имеет место быть? Если действительно быстрый сон, о котором говорят ученые, если действительно фаза медленного сна. Выявленная учеными фаза быстрого и медленного сна, это мы просто узнаем, да, нет, если такое, чтобы понимать. Выявленная учеными фаза быстрого и медленного сна действительно ли имеет место быть? Проще говоря, действительно ли есть в реальности фазы быстрого сна и медленного сна. Кстати, в момент быстрого сна есть какие-то привязки, происходят какие-то... Да, действительно есть. Здесь выпал старший аркан на быстрый сон, скорее всего, если существует фаза быстрого сна, то существует фаза и медленного сна, да, медленный сон, медленно идет, ищет какую-то дорогу, блуждание какое-то. Вот в фазе медленного сна происходит некое блуждание, потеря, поиск каких-то путей своих, причем не только во сне, но и в жизни. Тройка жезлов. Что-то ищут люди, ищут и, возможно, приносят из того мира сюда. А вот по дьяволу есть какие-то привязки, некая аддикция в фазе быстрого сна, к чему-то привязывают человека, либо привязывают к каким-то определенным моментам, либо в фазе быстрого сна, наоборот, просто чистится пространство, и мозг очищает ненужную информацию от всего того, что было накоплено за день. Вот здесь вот привязки, либо привязки уходят, либо, наоборот, человек к чему-то привязывается, но действительно фаза быстрого и медленного сна имеет место быть. Возможно ли проникновение в сон сущностей из другого мира, способных навредить человеку не только во сне, но и в реальной жизни? Возможно ли такое? Возможно ли проникновение в сон сущностей из другого мира, способных навредить человеку как во сне, так и в реальной жизни? Возможно ли проникновение в сон сущностей из другого мира, способных навредить человеку как в этой жизни, как во сне, так и в этой жизни? Четверка кубков. Возможно перерождение, трансформация, метаморфозы, забрать душу, смерть во сне. Вот когда происходит смерть во сне, кстати, друзья, я хотела этот вопрос задать последним вопросом, но я думаю, что мы сейчас к нему как раз-таки перейдем, к этому вопросу, потому что здесь наступает смерть во сне. Когда наступает смерть во сне какие-то четверка кубков, жадные какие-то, жадные сущности забирают твою душу, трансформация происходит, победа над человеком.
Победа над человеком. Когда человек умирает во сне, его забирают. Забирают сущности из другого мира, причем красивые сущности. Человеку хорошо, когда он умирает во сне. Человеку приятно, человеку привольно, но у человека забирают дух. Интересно, что человек не ощущает себя плохо. Он видит красивые, красочные, яркие, интересные сны, бабочек действительно, да, пони, лошадей каких-то интересных, а у него забирают дух в это время по 4 кубков. Да, маг. Карта мага, сущности, забирает дух человека и трансформирует. Ну, то есть смерть происходит, да, а человек в это время видит что-то красивое. Он статичен, он даже не борется с тем, что происходит, пока у него забирает дух. Человек, когда умирает во сне, друзья, он не борется, его обманывают. Рыцарь кубков, мимикрия. Каким-то обманом у него забирают душу и дух. И, соответственно, наступает смерть во сне. Хорошо ли это, благо ли это для человека? Благо только в том, что он умирает легко, однако забирают его дух в себе, понимаете, да? И перерождение в этой жизни больше не существует для этого человека. Они забирают его в свою астральную проекцию. Это победа над человеком. Полюбовно решили вопрос, победа над человеком, мимикрия, подстроились под человека, обманули его. Человек статичен, человек даже не борется во сне, потому что он видит каких-то красивых сущностей, бабочек и так далее. Но с помощью магии, с помощью каких-то ритуалов сущности забирают его душу. Да, действительно, отвечая на вопрос коротко и ясно, могут ли сущности навредить как во сне, так и наяву? Да, может наступить смерть. Как раз-таки из-за этих самых сущностей, друзья. И последние 2 вопроса. Почему потребность человека во сне так важна? Именно не в сновидениях, а во сне. Почему мы спим, да? Почему потребность человека во сне так важна? Почему важно спать? Давайте вот так зададим вопрос. Почему вообще для человека важно спать? Почему для человека важно спать? На паузу. Поставить себя на паузу. Перезагрузиться. Обязательно нужно ставить себя на паузу. Да. Отшельник, пауза, перезагрузиться, побыть в одиночестве. В одиночестве имеется в виду в одиночестве в параллельном мире с другими сущностями. Либо вообще в одиночестве, потому что иногда мы во сне находимся просто в глубоком одиночестве. Поставить себя на паузу, перезагрузиться, побыть в одиночестве, поразмышлять, что-то подчерпнуть важное, особо острые вопросы и решить эти особо острые вопросы днем. Потому что действительно во сне решается множество каких-то ярких, очень важных, особо важных, острых вопросов. Даже если мы не помним сны, друзья, мы можем не помнить, но в нашем подсознании что-то происходит. Происходит какая-то трансформация нашего подсознания. Происходит какой-то уклад в голове, в нашем подсознании. Подружиться со своим инь и янь, подружиться с собой, стать целостным. И перезагрузиться, стать целостным, перезагрузиться, а потом пойти в атаку, говорят мне карты, 4 жезлов, пойти в атаку, ну это в каком плане? В том плане, что нужно что-то сделать в этой жизни, да, что-то почерпнуть, еще раз говорю, острые, особо важные моменты, и в этой жизни что-то решить. Вот для этого нам необходим сон. Есть ли на свете люди, которым не нужен сон? Есть ли на свете люди, которым сон вообще не нужен? И есть ли такие люди, которые действительно вообще не спят на свете? Есть ли такие люди, именно люди, не сущности, не рептилоиды, не еще кто-то, да, мы с вами эти темы сегодня не затрагиваем, про глобалистов и так далее. Есть ли на свете люди, которым не нужен сон? Есть ли такие люди? Есть, они обладают тайными знаниями. Карта звезда. Они очень давно на этом свете. Они полулюди, полубоги, мне здесь говорят, но все-таки здесь либо высшие существа, либо низшие существа, занимающиеся магией. Белая магия, черная магия. Люди, которые умеют перерождаться. Карта звезда, которые очень давно на этой земле находятся. И да, действительно, им сон не нужен. Но это не совсем люди, опять, да, мы переходим с вами к сущностям. Но здесь мне показывают вот именно человека, карта звезда. И когда-то, кстати, по звезде, когда-то давно были люди, которые обладали совершенно другим подсознанием, другим организмом, и им не нужен был сон. Карта звезда – это старший аркан. Это значит ответ «да». Если на свете люди, которым не нужен сон, да, есть. Если сейчас на свете такие люди, понятно, что они были когда-то давно. Если сейчас на свете такие люди, которым не нужен сон и которые вообще не спят, да, есть магия, я же говорю, да, магия. Магия, белая магия, черная магия, люди, которые умеют перерождаться, магия худу, народы вуду и так далее, которые умеют переходить в другие тела, и люди, которые занимаются какими-то определенными ритуалами.
специально для того, чтобы не спать, либо люди перед тем, как заниматься какими-то определенными ритуалами, не спят, выдерживают какие-то определенные аскезы. Друзья, это были все вопросы сегодня про сон. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. Вопросы, которые вам интересны именно по этой тематике, самые интересные комментарии, которые будут пролайканы. На них я сделаю шорт-видео, короткое видео, чтобы ответить на ваши вопросы. Друзья, напоминаю о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и у меня также есть курсы по триумфу Луны и по безумной Луне. Я обучаю картам Таро. Я вас очень люблю и до новых встреч!